Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Выходит очередная передача «Говорить думая». Сегодня мы ее будем вести с Екатериной Юрьевной. Она уже вам знакома. Екатерина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Федоровна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Какую вы тему сегодня решили? Я решила поисследовать тему запрещенная активность или заблокированная активность, что, наверное, одно и то же, да? Вот хотелось бы с вами об этом поговорить, о причинах появления вот этой запрещенности. Как, может быть, это обнаружить в себе, по каким признакам, ну и так далее. Я думаю, что в процессе мы разгонимся с вами. Ну, вот у меня сразу две сюжетные линии на вашу тему. Вот вы сказали, запрещенная активность и заблокированная– это, наверное, одно и то же, а Мгм. я вижу их как разные. Ух ты, здорово. А, Например, когда человек застрял в некоторой инфантильности, то лично ему активность не нужна. М, Он хочет активничать, когда есть для кого. То есть это мгм, всегда должен быть значимый объект, для которого я это делаю, или ради которого я это делаю. А самому себе как будто активность не нужна. Вот такой вот может быть вариант для кого-то, его можно условно назвать. А второе– это когда я в каких-либо активностях потерпел фиаско или был какой-то очень неприятный эмоциональное переживание, результат какой-то неприятный, и моя психика меня защищает, не пуская туда. Ну, например, а, отношения– это тоже же активность. Ну, надо м, встать с кровати, что-то там с собой сделать, с кем-то общаться. И если у меня негативный опыт, то я не захочу близких отношений. мгм. Я воспринимаю это как нечто или болезненное для себя, или то, что меня излишне напрягает. То есть мы говорим про вот эти вот точки ужаса, про негативный опыт, который запомнила психика. Еще есть вариант активности, когда я хочу идеалистически положительного результата. Я Мгм. буду тогда все обесценивать и тоже не буду хотеть делать, потому что идеально не получится. Куда Ну, пойдем? так или... Ну, может быть, мы потихоньку попробуем, ну, может быть, не все рассмотреть, но разные случаи, потому что это интересно. Потому что вот вы говорите, я понимаю, что многое из того, что упомянули, у меня было или есть даже сейчас. То есть получается, что вот последний вариант, да, когда мне хочется что-то идеалистически сделать, а в реальности это не получится, я как будто боюсь с собой реально встретиться, да, тогда я туда не иду, потому что нападу на себя, буду собой реальным недоволен, и тогда не буду ничего и делать вовсе. Да, мы как будто стремимся к тому, что если мы достанем ручку из-под одеяла, то Мгм. она должна что-то гениальное сразу нарисовать. Как будто кто-то нам должен дать обещание или мир, что у тебя точно получится. И вот эти вот М. слова, вот у тебя точно получится, давай попробуй, надо раскрывать свой потенциал. И они, когда выталкивают этого птенца из гнезда, который еще не умеет летать, он тогда падает и уже вообще отказывается летать. Да, я помню, ну, вы же знаете, я как-то выхватываю иногда ваши мысли, и они у меня
навсегда остаются. Вот сейчас я вспомнила одну вашу мысль. Вы говорили когда-то и где-то, что когда мы хотим предложить этому миру что-то, ну, допустим, свою картину или блюдо какое-то, если мы хотим открыть ресторан, мы, по сути, атакуем этот мир, потому что он нас не приглашал и не звал. Немного по-другому, потому что реальность, она устоявшаяся, и наша проявленность, она нарушает устоявшийся порядок. Ну, например, Мгм. блюдо. Я привыкла ходить с семьей вот в те рестораны, я уже знаю, как доехать до них, я уже знаю меню, и здесь открывается новый ресторан, и мне надо почему-то решить туда зайти. Или же Мгм. мне нравятся вот эти художники, у меня уже на всех стенах, где есть свободное место, висят картины. И тут я узнаю про другого художника, зачем мне покупать картину, когда у меня уже места нет. То есть Мгм. это некоторый акт агрессии Мгм. по отношению к реальности, когда мы предлагаем что-то новое. Реальность будет сначала нас выпихивать. Ну да, тут, наверное, нужно понимать, что никто ничего не гарантирует. Мир может сказать, в общем-то, и нет. И фактор времени, да, как мы говорим, предполагать, что не все сразу получится. Но оно не получится сразу. Нам хочется, чтобы получилось сразу, а реальность будет. То есть вот этот вот момент, когда скорлупу надо клювиком продырявить, он М. будет требовать много усилий, а когда уже продырявлю ее, тогда уже мне будет легче куда-то там идти. И вот сначала, когда мы со своей активностью стучимся в эту скорлупу реальности, она Мгм. будет оказывать как будто сопротивление. То есть на вот этот вот рывок, на этот выход надо запастись терпением, да, то, что вы говорите. Мгм. А вот мне хотелось бы, вот хотела сказать с вами, что с вами, Ольга Федоровна, не подготовишься к беседе, потому что продумываешь что-то, продумываешь, а потом раз и вообще в другую сторону пошел. Ну, мы в одинаковых, на равных условиях, Екатерина Ивановна. Я что же с вами Да, наживо да, говорю, так да. что мы с вами В более этом-то, живые, да, спокойные. в этом и интерес. А я хотела, знаете, очень про что еще поговорить. Вот так и получается, что мы как будто в разные плоскости уходим, да, но тем не менее это какой-то запрет, который личность себе создает. Вот мне интересно, интересно было бы вас спросить, опять-таки, вопрос, как это назвать? Может быть, это заблокированная агрессия, да, когда человек свою агрессию блокирует, и тогда он ее проявляет, ну, в каком-то другом виде, может быть, там как пассивную, может быть, эм, или он, наоборот, не может сказать, допустим, нет, он всем угождает. Это может быть тоже вопрос про там, запрещенную, заблокированную агрессию. Если я не могу сказать нет, отстоять свои границы, получается, я же терплю, а мы знаем, что если я терплю, это агрессия или нет. Я бы скорее говорила о проявленности, о необходимости ощущать свое присутствие в этом мире. Вот то пресловутое «я есть». Мгм. И если человек, я здесь две сюжетные линии нарисую, когда нет реализации потенциала, то «я есть» осуществляется за счет обесценивания работы других. То есть Мгм. я не могу создать, и тогда я уничтожитель чужой ценности. Я питаюсь ценностью, выделенной в момент моего уничтожения чужого. То есть Самоутверждение. да, я самоутверждаюсь, я уничтожил, например, Монолизу в словах или в мыслях, и в этот момент выделяется ценность, которой я питаюсь и ощущаю, что я есть. Второй момент «я есть» — это моя проявленность, вот то, что вы говорили, когда в разговоре, например, вот наш с вами разговор, если я буду подстраиваться под вас,
или вы будете подстраиваться под меня, то есть подстраивающийся, он не ощущает «я есть». Он М, уходит голодный с этого общения. Он не проявился. И, несомненно, у него будет злость. И эта злость может быть направлена на себя, что я терпела, мгм, почему я опять себя отменяла. Или же на другого человека ты не дал мне места. Вот, например, в нашем с вами диалоге то вы говорите, то я. Но кого-то может понести, и он начнет собой заполнять все пространство. И тогда, чтобы второму проявиться, ему надо проявить некоторую агрессию. То есть вот это мгм, движение остановить, вот этот мгм. монолог. Его надо остановить, и останавливать надо так вот ворваться, сказать, так, подождите. Ну, это про границы же, когда вы можете их выставить, если вы чувствуете, что, ну, кто-то их утюжит, скажем так, нарушает. Да, это с моей точки зрения, а с точки зрения другого я агрессивный, потому Мгм. что я останавливаю то движение, которое он уже начал. А вот если я, допустим, умею выставлять здоровые границы, это же тоже как бы, это же энергия, это же тоже агрессия с моей стороны, но здоровая, когда я себя защищаю. Давайте представим, что я еду за рулем, и мне я опаздываю, и мне надо ехать чуть-чуть быстрее. И тут выходит полицейский, останавливает меня Мгм. и говорит, что вы представляете угрозу для других участников движения. И это его поведение я буду воспринимать как агрессивное. И полицейский знает, что им не будут довольны, когда он будет останавливать. На него будут Мгм. злиться. То есть, когда мы останавливаем второго и говорим там тише, не дави, то он, тот, кого мы останавливаем, будет воспринимать наше поведение как агрессивное, и мы должны быть готовы к тому, что это будет восприниматься как агрессия с нашей стороны. Мгм. Как сложно договориться, если ты не понимаешь процессов внутренних. Сложно договориться с тем человеком, у которого нет саморефлексии. Мгм. Когда ты говоришь, ну, тебя несет, и он говорит, да, действительно несет, то тогда легко. А когда ты говоришь, тебя несет, он говорит, что ты ко мне придираешься все время? Ну да, да, такие случаи я знаю. И ты, когда тебе выделяют роль вот этого бесконечно слушающего человека или там восхищающегося, а на самом деле у тебя уже распухли уши. Но вы же агрессивная, потому что вот как и с проявленностью, вы эту реальность пытаетесь развернуть в другую сторону. И это можно условно назвать агрессией. Мгм. А вот почему я, собственно, выбрала еще эту тему? Мы о чем-то говорили на группе, и я сказала такую фразу, что, вы знаете, вот у меня голосовые связки такие, что я не умею кричать. Ну, я начинаю кашлять. И вы мне парировали и сказали: Екатерина Юрьевна, это все сказки. Вот. И вы так коротенько надрезали. Вот я хотела бы сюда пойти чуть-чуть, да, потому что, как я поняла, то есть если бы я себе разрешила кричать, то я бы, наверное, всех порвала с точки зрения психики. Она как будто блокирует меня и приглушает мой голос. Да, и такое бывает на выступлениях, например, перед выступлением, когда пропадает голос Мгм. или на самом выступлении. У меня тоже, когда я начинала читать лекции, я тоже кашляла все время раньше. Ну, потому Мгм. что было волнение, потому что я хочу проявить ту активность, на которую я не знаю, как прореагируют. И Мгм. моя психика меня спасает, она воспринимает это как спасение.
или же моих отношений с другими, или же моей какой-то репутации. Ну вот давайте я а, про вас буду говорить, как будто про себя. Мне Мгм. запрещено кричать, потому что крик а, моя психика воспринимает как опасность. И она боится, да, что она может испортить отношения. Про нее могут подумать что-то. Это может не соответствовать тому образу, который инстинкт самосохранения блюдет, как Мгм. подходящий для выживания. То есть Мгм. это может быть м, множество причин, почему инстинкт самосохранения решает выключить голос. Это же физиологически. Мгм. И вот еще тоже я помню, что, и вы это знаете, я всю жизнь, например, не могу носить эм, одежду с горлом, вот водолазки. Я помню, как м, мне было трудно, сейчас уже легче. Достаточно легко по сравнению с тем, как было раньше. Как трудно вот что-то сказать или проявиться. И потом я услышала как раз от вас, что обвитие пуповины, когда ты в утробе находишься, оно вот эту активность твою сдерживает. И человек будет это испытывать всю жизнь. И я просто это соединила, когда вы сказали. Но я не знала причин, по которым я чувствую, что как будто что-то неведомое на меня давит. Вот это вот всегда со мной было. И вопрос какой? Каким образом? Я знаю, что вы не любите «как» слово, знаю, но тем не Я менее, не люблю что делать, да, что это каким такое, я люблю исследовать, да. да, вот, я, допустим, узнала это, все это соединила. Я понимаю, что у меня есть какие-то ограничения, которые возникли по объективным причинам. Я их узнаю и как-то с этим сживаюсь, и вот, от этой печки танцую, допустим, да. Знаю, что я могу, что я не могу, и могу то, что я не могу, сделать меньше чуть-чуть, чуть-чуть. Вот. А каким образом нам узнать про себя, что мы себе запретили, что у нас там заблокировано? Потому что мы же с вами тоже понимаем, что пока мы это не увидим, мы с этим ничего не сможем сделать. Проще всего это понять по рьяному отстаиванию каких-то жизненных позиций. Вот когда человек ощущает свою некоторую ущербность или же что это некое слабое место у него, то он будет воздвигать объяснительные ментальные конструкции очень сложные. И если туда попытаться зайти, то есть попросить объяснение, аргументацию, то человек будет сразу взрываться эмоционально. Ну вот я помню, когда вы мне говорили, когда у меня рубашки застегнуты, Мгм. мне как аналитику приходится быть немного асексуальной, потому что Мгм. у аналитика всегда идет перенос, несмотря даже на его возраст. И вы говорили, вот я не могу смотреть на это. Я как будто своей рубашкой нападала на вас, потому что я Да. демонстрирую, что мне это можно. Вот, например, когда я нападаю на девушек, которые носят короткие юбки, или я Мгм. нападаю на людей, которые заработали деньги. То есть я начинаю их обесценивать, и в этом обесценивании всегда есть такая эмоциональная заряженность нездоровая. Мгм. Вот так Ну вот можно. Ну вот я когда видела, я потом вам, кстати, сказала, что я уже на это не реагирую. Мы на это посмотрели. Когда я видела, что у вас туго застегнутый воротничок на рубашке, у меня как будто бы сжимало горло. Ой, я сейчас говорю, и прям кашель даже идет.
Прям как будто бы я в этой рубашке сижу, и у меня сжимало горло. Потом, когда я это проговорила, и вы мне это подсветили, я вообще перестала обращать внимание, насколько туго застегнут ваш воротник. Но потому что вывели в сознание. Мгм. Вот это то, что мы с Денисом Алексеевичем говорили. Это про выведение в сознание, и я, когда я понимаю, вот почему важно понимать, почему у меня те или другие особенности, я тогда перестаю навязывать их миру как норму. Мгм. То есть я понимаю, что это мои особенности, я себе это присваиваю, и мне не надо осуждать мир за то, что мир не такой, за то, что у него нету моих особенностей. То есть он перестает быть неправильным. За то, что мир носит туго застегнутый воротничок, как метафора. За то, что мир может позволить себе то, что мне запрещено. Но я Мгм. воспринимаю это как неправильно. То есть мне это запрещено, а я для того, чтобы не чувствовать себя ущербной, называю это неправильно. Мгм. Вот тут вот как раз зависть, она и есть эмоция, как реакция на то, что я не могу себе позволить, а ты можешь, да, все что угодно. Ам, Ну, У меня есть, у вас есть то, чего нет у меня. это немного другое. Другие нюансы. В зависти я хочу украсть у тебя это, я хочу это обладать. Это, помните, как на его месте должен был быть я, напьешься М, будешь. Да, да. Это вот все время такой вот Мгм. посыл к миру, что на его месте должен быть я. Это мое. Мгм. Но человеку надо же как-то, люди, у которых проблема с присваиванием своих слабостей, тонкостей, немощей, уязвимостей, м, если они не воспринимают это как свою специфику, как свою особенность, им приходится все время атаковать мир для того, чтобы принуждать его быть таким, как я. То есть мир должен жить по моим правилам. У всех должны быть одинаковые правила. У нас должно быть равенство. Но сюда же закинем и слово справедливость. Справедливость, да. Мгм. Но вот это вот навязывание миру правил меньшинства, то есть весь мир должен жить по моим правилам. Вы должны учитывать меня. И человек переходит грань, где а, если вы не хотите жить по моим правилам, то вы неправильно. Мгм. Вот вы сказали 3 минуты назад, что когда человек знает, что он в чем то ущербен, но он же, наверное, это, психика его знает подсознательно, ведь, он, в сознание это не выводит и это не знает, скорее всего, про себя, когда вот он самоутверждается. Он же не думает: "Вот она такая, а я другой, я сейчас буду самоутверждаться". Это же такие автоматические паттерны происходят. Он этого тоже не видит, скорее всего. Да, например, когда люди что-то не едят, ну, например, мясо не едят, Мгм. то тот, кто не ест свинину и говядину, он осуждает тех, кто вот эту свинину и говядину ест. Он по какой-то причине запретил себе, и этот запрет должен действовать на всех. У нас должны быть равные права, и вы не должны поеданием свинины или говядины соблазнять меня это делать, потому что мне приходится себя больше удерживать. А человек, который не ест свинину, говядину, птицу и рыбу, например, у него к этому миру будет больше требований. То есть вы все, которые едят мясо, вы все
хуже меня, Мгм. хотя я себе это запрещаю просто. Я решил себе это запретить. Вы хуже меня, я лучше вас. И я хочу, чтобы вы тоже не ели для того, чтобы не соблазняли меня, и я хочу для всех одинаковых правил. Но вот здесь всегда эмоционально заряжено, и всегда есть осуждение другого, у которого так, который себе это позволяет. Ну, это, наверное, совсем так в жизни. Мы как раз, помните, говорили про бросание курить на М. сессии одного из наших коллег. Там как раз тоже эта линия. Я бросила курить 20 лет назад и уже не курю. Ну, в один день. Это же так легко. А ты все куришь. Вот, Также, вот, вот, наверное, да. вот, да. Также ведь вот тоже люди приходят, допустим, к вере. Это очень часто наблюдается. И они такие благостные, они э, такие становятся немножечко такие ну, слишком мягкие, хорошие, а потом они начинают тебе говорить, что надо выбросить телевизор, что вот это сатанинское, а это тоже нельзя, и мы видим, что это не про веру человека, а про его какой-то фанатизм, про его вот Это это. про волевую отмену, запрещение Мгм, этого. мгм. Вот это как раз заблокированная активность в какой-то мере, потому что я себе это волевым решением запрещаю. Когда ты не волевым решением себе это запрещаешь, то тогда нету осуждения и принуждения других быть подобным мне. Вот, кстати, мы пришли в хорошую точку, когда я спросила вас, как нам это э, увидеть, что у нас есть какая-то заблокированность, запрещение, да, вот по каким внешним признакам. Вот в том числе, наверное, по тем признакам, если я начинаю самоутверждаться, делая что-то или не делая чего-то там, когда я не ем мясо, когда я держу пост, ну, например, да, когда я бросил курить, когда я спортом начала заниматься, ну и так далее. Там можно все что угодно. Когда я хожу на исповедь в церкви, на причастие, которое после исповеди, а людей, которые не ходят на исповедь, я на них смотрю уже свысока. Ну вот тут, кстати говоря, тоже вот вы сказали про исповедь. У меня, знаете, про вот в этом смысле сейчас куда-то уйдем немножко не туда, но мне кажется, это интересно обсудить. Вот когда я о чем-то кого-то прошу, я уже давно научилась перед тем, как я попросила, принять когда, так и нет, ну, равным образом, потому что человек может тебе отказать. Ну, он просто даже может не захотеть тебе сделать. И это тоже его право. И тогда не будет обиды, ты уже готов заранее и к этому ответу, и к этому. Вот про исповедь очень интересно. Человек идет на исповедь, он готовится, пишет на бумажке что-то, батюшка, простите, каюсь, грешна и так далее. Но если вдруг священник говорит, ты знаешь, дочь моя, я на тебя накладываю епитемью, ты давай 2 недельки там почитай такие-то молитвы, там, не знаю, псалмы какие-нибудь попой, и она уже батюшку будет ненавидеть. Ну, не все, конечно, но некоторые. Потому что она пришла туда с единственной целью освободиться от этих грехов через отпущение ей грехов этим священником. У нее нет другого варианта в ее голове. И это как раз говорит о том, что она не готова э, принять и какие-то ошибки исправить. Вот понимаете, да? Но Куда это я как раз про нашу тему, только так и Да, никак иначе. Вот и как никак иначе. мы с вами говорили о том, что я начинаю с пеной у рта правильно отстаивать, что только так правильно. Мгм.
Это первое. Второй вариант – это то, что я осуждаю. И третий вариант, что я то, что мне запрещено, считаю, что можно только так и никак иначе. Мгм. Систематизирование немножко про то, что ты говорил. Да. То есть мы можем это каким-то образом, мы уже понимаем более-менее каким, это отследить. И тогда мы поймем, что с этим делать. М, Ну, немножко. Ну, кто-то, да, кто-то поймет. Ну, кто-то. Ну, может быть, кто-то, кто слушает ваши программы, они же не сидят на других каналах, а к вам приходят как раз для того, чтобы что-то увидеть в себе и вместе с вами поисследовать свой внутренний мир. Но обычно люди фанатично держатся за те правила, которые они вменили себе. И это дает столько бонусов для личности. Она себя и хорошая чувствует, и других плохими. Поэтому это очень небольшой процент людей, который способен пересматривать свои ценности, свои установки, свои правила. Их немного. Соглашусь. Вот время летит незаметно, как всегда. Я бы хотела еще, знаете, какой вопрос задать, опять же, по этой теме, чтобы вы мне немножко рассказали про то, как запрещает себе активность личность. Да, там есть страх какой-то, мы это уже с вами обсудили. А вот когда нет смысла, вы тоже когда-то об этом говорили, что когда психика, допустим, боится, или она не видит в этом смысла, и тогда тоже запрещает. Хороший вопрос. Не вижу смысла. Некоторые люди уходят в глобальное обесценивание. Например, мы все умрем, а смысл жить. М, Понимаете, генеральное. Не вижу смысла. Когда у м, человека слишком идеалистическое представление о том, как должно быть, ему практически все делать бессмысленно. Но вот а смысл мне записывать видеоролики, если у меня не миллион? мгм, И понимаете, эта фраза, она универсальна, ее можно доводить до белого коленя кого угодно. Говорит муж, может, что-то вкусненькое приготовим, а вы говорите, а смысл? Мы все равно все м. умрем. Ну да. Зачем убирать кровать, если скоро спать ложиться? Да, зачем мыться, если ты будешь грязный к вечеру? Да, да. Ну, кстати говоря, мы очень часто манипулируем таким образом своим сознанием и нашей реальностью. Просто не глобализируем так уж, а вот по сути, а в чем смысл? Но, как я говорю, что когда люди говорят, что жизнь тяжело, и жизнь Мгм, непредсказуемая, что здесь тяжело добиться, чего ты хочешь, я обычно говорю, ну хорошо, ты в аду, но в аду же тоже можно жить по-разному. Вот мгм, это вот слишком идеалистическое требование там, к своим близким, к мирозданию. Человек как будто не соглашается на доступное ему, на то, мгм, что вот на это небольшое улучшение. Ну, типа я старая, я постарела, и все, я не буду ничего с собой делать, я уже постарела. мгм, Я перекрываю это. Нету смысла, и я как будто на самом деле я понимаю, что я уже никому не понравлюсь. Вот это мы с вами сделали круг про активность, которая нужна кому-то. мгм, Если мой внешний вид был а, некоторой такой невинной манипуляцией, что я нравлюсь другим, то если я сейчас не могу вызвать сексуальное желание и восхищение своей внешностью, я вообще прекращаю за собой следить. Вот, то есть и психика, да, она понимает, что нет смысла подстраиваться под других, это не получится, ну, нравится, в смысле, тогда ничего не делает. Вот, мне активность не нужна.
И мы Мгм. восхищаемся людьми, например, которые а, уже не молоды, но они продолжают за собой следить. Потому Мгм. что молодость, она движима гормонами. Ты Мгм. хочешь понравиться, и тебя изнутри что-то толкает выглядеть хорошо. А когда мы стареем, гормонов становится меньше, и ты уже выглядишь хорошо, потому что, ну, я, например, считаю свой внешний вид — это уважение к людям, к которым я выхожу. Я, Мгм. например, так считаю. И мне гораздо приятнее, меня это стимулирует, когда я смотрю видео с собой, и я нравлюсь себе в кадре. Меня это стимулирует на следующее видео. Поэтому Мгм. такая внешность — рабочий инструмент для меня. Для себя, Мгм. чтобы не разочаровываться в себе, чтобы нравиться, чтобы хотелось сделать. Я показываю уважение к людям. То есть я понимаю, для чего я это делаю. И в этом нету тогда принуждения, нет ощущения насилия над собой. Есть понимание. Вот это волевое принуждение, про то, что мы с вами говорили, Мгм. есть. А есть, ну вот опять надо голову мыть. А есть понимание, зачем ты это делаешь. Мгм. Здорово. Ольга Федоровна, у нас скоро уже закончится время. Я бы хотела, знаете, можно вопрос от моей крестницы? Она просила очень Если задать, это можно задать, да, в эфире. задать вам его, когда я рассказала, какую тему я придумала. Она попросила спросить, тавтология, можно ли сюда же, в нашу тему, эм, прицепить прокрастинацию? Имеет ли она что-то общее вот с этими запретами и блокировками? Ну, прокрастинация — это вот это смысл. Ну, прокрастинация, во-первых, на нас влияет точка безусловного счастья из нашего младенчества, когда нам ничего не надо было делать, чтобы получать благо. Знаете, я сегодня в душе, после душа вытираю себя, и у меня такие бывают флешбеки, у меня память выдает воспоминания из какого-то такого далекого прошлого. И я вспомнила, как мама меня после ванны вытирала. Мгм. И вот это вот ощущение, что вот за тобой ухаживают, за тебя это делают, и о тебе заботятся. Вот это вот вытирание кем-то, и когда ты стоишь такой и ощущаешь себя у Бога за пазухой. А сейчас вытирать себе надо самому. И вот Мгм. эта прокрастинация, я думаю, когда у человека нет возможности реализовываться по каким-то причинам, то у него начинает вспыхивать вспоминательность про счастье, и счастье там было именно в безделии. То есть должен кто-то появиться и мне что-то дать, для меня что-то сделать. Это раз. Во-вторых, прокрастинация может быть, когда у человека депрессия. Но все не имеет смысла. Человек не Мгм. может получить что-то одно и начинает обесценивать все. Тогда все не имеет смысла. Когда близкие уходят, когда какой-то стресс человек пережил. А также прокрастинация может быть, когда я жду того самого. Вот я вижу, как многие люди, они вообще не реализовываются, потому что они находятся в бессознательном ожидании того самого. Вот в женщинах это особенно, но в мужчинах тоже есть. Когда я не строю карьеру, я все время в канве вот этого выйти замуж. М. И тогда моя реализация, она обесценена, она в моей системе координат, и я не подозреваю об этом. Она не ценная. Ценное именно давание мне кем-то чего-то. Мгм. Поэтому, видите, прокрастинация весьма Она раз. сюда же все равно в копилку Да, к да, нам. да, да, да. Она А, сюда. а А там есть тоже вот, как еще другой вариант страха ошибки, что я себя накажу за ошибку или не сделаю идеально, тогда я до последнего этого не делаю, пока уже эта энергия вот этого дедлайна меня туда не выкинет, и я не могу не сделать. Да, когда у меня требования к себе, они нереалистичны.
То есть Мгм. я как начальник, который говорит, пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. То есть начальник не может поставить внятно задачу или ставит ее так, что она невыполнима в реальности. И такой начальник я для себя. Мгм. И я могу, во-первых, вот не соизмерять реальные возможности с возможным в действительности, и тогда мне не хочется даже приступать к этому. Или же мое эмоциональное напряжение такое сильное, то есть я настолько давлю на себя, что мне невыносимо приступать. То есть как будто я приступаю к работе, а в голове я бегаю по стенам с криком «А-а-а-а-а-а». Мгм. Тогда да. То есть надо посмотреть, как формат воплощения, какой он, что происходит внутри в момент делания этого. Там могут быть очень многогранные процессы. Мгм. Вот я сейчас сижу и думаю о том, что, вот скажем, все, что вы сегодня мне рассказали, ну, во-первых, мне очень интересно это будет все послушать, ну, вот так вот со стороны, Да-да-да. да, и записать, потому что это, ну, правда, у меня много чего, что я хотела бы разрешить или разблокировать. И тут, мне кажется, очень важно, м, быть честным с собой, чтобы получить вот отклик и понять, что в тебе это правда присутствует, и с этим что-то сделать. Да, и в первую очередь стоит обращать внимание, я так немного подытожу, Мгм. когда у меня идет бурное эмоциональное реагирование на какую-то чужую активность, и я вот или там обесцениваю, или считаю это неправильным. Вот это бурное эмоциональное реагирование, оно говорит о запрещенности себе по какой-то причине. Мгм. Здорово. Ольга Федоровна, у меня вопросов больше нет. Все, тогда Кроме, завершаем да, вашу кроме, любимую передачу. да, моя любимая передача, кроме того, что я хочу вас поблагодарить, что вы так подробно мне и нашим зрителям ответили на интересующие меня вопросы в данном случае. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Мне с вами, как всегда, тоже интересно. И многие мысли, они у меня не возникали без вас. В вашем Спасибо. присутствии не сгенерировались. Спасибо вам, наши уважаемые зрители, за то, что вы были с нами всю эту передачу. Пишите свои вопросы, свои впечатления в комментариях. Мы с вами прощаемся. До встречи.